Мой проект «Апостол платит деньги» успешно работает. За 4 месяца я уже выплатил более 30 миллионов рублей. Сегодня я хочу обратиться к представителям и сотрудникам спецслужб РФ. В частности, к ГУ ГШ, в простонародье ГРУ, к ФСБ, к службе внешней разведки и, в принципе, к любым военным, которые работают с нашими предателями. Меня интересует информация о предателях среди силового блока нашего. Очень интересные люди из СБУ, ГУР, службы внешней разведки, полиции. В принципе, о любых людях в погонах, которые предали нашу страну и сливают вам информацию. За подобного рода людей я заплачу от $500 000 рублей. Плачу на карты банка в РФ или в криптовалюте. Сумма может быть очень большая, в зависимости от уровня человека, которого вы дадите. Также обращаюсь к отставникам силового блока РФ. Если вы уже находитесь на пенсии, я могу очень сильно поправить вам ваше благосостояние. В принципе, все по классике. WhatsApp, он в приоритете для общения. Telegram, куда можно написать. Также здесь появится электронная почта и этот Telegram-канал. Пишите, все анонимно. Готов платить деньги не только в РФ, но и в Украину. В виде доказательств меня интересует переписка, звуковые файлы, голосовые сообщения, фото документов, куда вы платите, как вы платите. Информацию проверять будут от недели до месяца. Суммы большие, поэтому нужно будет подождать. Пишите, пообщаемся. Даешь добровольное согласие на запись и публикацию нашего интервью? Да. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда? Как попал на службу? На войну как попал? С мест лишения свободы. Где сидел? За что? 330, часть 2, 159, часть 1. Все помаленьку. Помаленько это что? Много статей, помаленьку. Отбывал в Красноярске, ИК-5. Ну, а в основном за что? Мошенничество, обман, самоуправство. А что такое? Что ты такого намошенничал? Распечатывал денежные средства. Серьезно? У тебя станок был печатный? Там махинации другие были. Что-то ты не похож на такого мошенника. Да, все так говорят. Да? Но реально шаришь, да? Да. А в 2 словах, что за махинация? Подделывал денежные средства. Ты можешь нарисовать? Распечатывал, скажем так. Заказывал цветную бумагу специально. Да. И распечатывал на лазерном принтере. Секрет в том, что ты знаешь, где купить бумагу такую нужную, да? Заказывал. Если бы это было так просто, так бы все, наверное, делали. Кто знает, тот делает. Меня полгода не могли вычислить. И опять же, моя ошибка была в том, что я пошел, скажем, не на базар, как я это обычно делал, а в магазин зашел. И с такой купюрой был только один я. С 5000-ной купюрой. Прям на кассе? Прямо на кассе. А как они поняли? Потому что я один заходил с такой купюрой. То есть тебя не на кассе взяли? Не на кассе, тебя да. потом взяли? Потом, после того, как я разменял деньги. По камере, наверное, да, увидели, что ты был? Да, только один я заходил с 5000-ной купюрой. А так ходил бы на рынок и... Да, так бы, если бы пошел на рынок, так бы и не узнали. Вот один единственный прокол был. Сколько за полгода ты потратил таких купюр? Много, достаточно. На что тратил? Да на все, потихонечку. Отдыхал. Потихонечку или... Потихонечку. Нельзя наглеть. Что у тебя с зубами, чего у тебя их нет? Наркотики. На чем сидел? На шоколаде,
На витамины. шоколаде. Шоколад это что теперь называется? Синтетика, скажем так. Это нюхательное что-то? Нет, это куришь. Курительное? Да, Это курительные какие-то смеси, да? да. Как гребут, как вставляют, что дают? Нормально. Не, я понял, что нормально. Я имею в виду эффект, что ты спишь, танцуешь, бегаешь. что Да, у делаешь? всех по-разному. Как настроишь организм. Ладно. Еще, Ну, что еще? ну кроме шоколада. Спайс также курил. Что? Химию курил. Мох курил. Мок? Мох. Мох. Тоже что новое, короче. Да, наподобие шавы. Наподобие конопли? Да. Ну, в общем, я так понимаю, что у вас Россия богата выдумками, да, новыми, новинками всякими. Да, каждый во что гораст. Это местные придумывают или это завозят? Где местные, где делятся, кто завозит. Вот так. Все помаленечку. Общаются народ. Жена была? Бывает. Дети есть? Нет. Ты до сих пор женат? Нет уже. Потому что поехал на войну и все. А когда поехал на войну, она с тобой развелась или что? Да. Это странно. А почему так? Не хотел, чтобы я ехал. Не хотела, чтобы ты ехал воевал? У тебя вменяемая жена? Ну, Походу, меня- да. На меня и мать с отцом морали. Ругали, материли. И как ты сейчас оцениваешь свой поступок? Что поехал? Слава богу, что живой остался. Да, это, наверное, фарт. Может быть. Или не фарт? Да, фарт, скорее всего. Ну ладно, рассказывай тогда историю свою. Как? Мобилизовался ты, пришел, написал. Нет, я по контракту с мест лишения свободы. Контракт подписал. Дальше. 19 августа 2023 года. Приехал. Отправили на позицию. Окопаться. Окопался. Где позиция? 271-272 точка. На шпаге. Населенный пункт. О, Направление. Красногоровка. На Авдеевском направлении. Тебя учили чему-то или тебя сразу отправили? Это сразу отправили. А что, стрельб никаких, ничего не было? Почему были стрельбы? Да там недолго они были. 2 недели. 2 недели. Так. Ну и все, что, начал арт-обстрел. Ну, получилось так, что с моей бригады никого не осталось. Тут 3 нас только взяли и все. А сколько всего было? 7 человек заходило. А, так 7 человек заходило, Малая 4 группа. погибло, 3 попали в плен. Да, Так? совершенно верно. Фамилии знаешь, которые погибли? Ой, только позывные. Ну, Ну, кто там у нас был? Веселый был. уже не веселый. Ну да, уже не веселый, согласен. Бонус был. Подкидыш был. Мозоль был, но они уже все, увы, 200. Они все с мест лишения свободы? Один да, другие нет. Вас миксанули, да? Да. Понял. И попал сюда в плен. А как в плен попал? Как? Отцепили в окружение. И все, вот втроем нас 3 осталось. Одних артой накрыло, других оцепили. Сказали, выходи. Да. Ну, Ну и все, подняли лапы кверху. короче, воевать такого большого желания, я так понимаю, не было. Нет. А какое было желание? Побыстрее свалить с мест лишения свободы? Вообще, как бы,
мне преподнесли вот так, ну, то бишь, согласен, да, я говорю, да, согласен. Полгода и ты дома. Ну, думал, пропетляю, не получилось. А так ты себе все это представлял, что здесь происходит? Да я вообще строполь по профессии. Кто? Стропольщик. 4-го разряда. Нет, да я понимаю, да ты можешь быть водитель, пекарь, вообще кто угодно. Я говорю, ты себе так представлял Нет. вот это вот все, как здесь оно Ну, происходит? вообще не так. Даже наших не забирают, вот это вот печально. Что значит не забирают? Ну, на поле боя лежат мертвые. И просто, когда ты идешь по этому всему, ну, это ужас. Много вокруг этих. Ну, на тот момент было очень много. На Авдеевке. Угу. Очень много. Прямо идешь по трупам, да? Ну да, каждые 2 метра лежали ребята. Печально. Печально. Сейчас бы хотелось, конечно, бы вернуться поскорее домой. Угу. А те, которые не вернулись, погибли, они, вот, как ты себе думаешь, за что погибли? Да я даже бог его знает. Поставили задачу, мы ее выполняли. Да ну, слушай, ты же не похож на глупого человека. Согласен. Ну, ты же занимался интересными вещами. Да. Там же ж надо мозги включать. Конечно. А тут можешь попробовать провести аналогичную процедуру, подумать, почему это все происходит, кому это все нужно и зачем? Я не политик. Скажу единственное. Я понимаю, ты мошенник, но мозги-то включать надо. Ну, естественно. Но одна страна вторгается, нападает на другую. Зачем? Делят что-то. Так не делят. Если бы мы с тобой хотели что-нибудь поделить, то мы бы сели бы и поделили. Да, нет. А это когда не я у сильно. тебя прихожу и у тебя что-то отжимаю, то это я не делю с тобой ничего. Ну да, Это я отжимаю. 161. Знаю. Но Да, конечно, Россия, это... Россия напала на Украину. Это для тебя секрет? Да, это не секрет. Но зачем? Не знаю. Не похоже, что территории забрать какие-то Так я и говорю, земли. Но ты так не говоришь. Но Не сошлись характером, скажем так. когда не сходятся характерами, то расходятся в разные стороны. Наверное, да? Но не мирно. А? Бывает мирно, бывает нет. Не сошлись характерами. Они похожи просто, что это тупая попытка оккупировать территорию. Да, бог его знает. Ему оттуда все виднее. Кому? Богу? Да. А может быть президенту вашему? Это ж как бы он объявил то, в чем вы все участвуете, а не Бог. Ну или он тоже ваш Бог, тут такое, я не знаю. Ну, возможно, даже и так. Но объявил. Идет война, гибнут люди. Да, то, что гибнут люди, вот это жалко. Так а по-другому что не может быть? Были бы переговоры какие-нибудь, может быть. Что-то. Зачем переговоры нужны, если никто ни с кем не воюет? О чем переговариваться? Ну, не знаю, там договорились бы. 2 президента. Договорились бы, если бы один на другого не напал. Непонятно, правда, о чем. Ладно, это все меня уже начинает по чуть-чуть. Не по чуть-чуть, а прям сильно надоедать. Поэтому я попробую позвонить по этому номеру, по которому мы написали
Смысл в том, что человек этот был... Это кто, мама? Жена? Да. Мама. А, жена, с женой вы уже все, да? Смысл в том, что человек этот был на связи 6 часов назад. Сообщение не доставлено. Добрый день, это ваш сын в плену в Украине. Если желаете с ним поговорить, возьмите трубку. Ну, есть как бы 2-3 минуты. Потом можете не писать, не перезванивать. Я уже с ним общаться не буду. Еще бы раз пошел бы? Нет, Чего? не пошел бы. Ну почему? Не вижу смысла. А сколько тебе оставалось досиживать? 7,5. Досиживал бы 7,5? Пофигу. А мне кажется, что ты пошел бы. Ну а вот что бы не пошел бы, можешь объяснить? Ну, во-первых, везде все взрывается, везде все стреляет. Ну, а во-вторых, мало вероятности, что второй раз бы повезло. Ты видишь, как у тебя работает голова, короче. Там, где касается конкретно твоей пятой точки, голова работает. Понимаешь, что пятую точку может разорвать, да, немножко? Конечно. Будет неприятно. Да мне и после первого ранения это не хотелось идти. А у тебя первое ранение было? Да, закрытый перелом крестовых отростков позвоночника. Здравствуйте. Да, добрый день. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Ваш сын в плену. Вы знаете об этом? Да, Как давно знаете? да, Ну, как давно вы об этом знаете? с декабря, Будете с ним разговаривать? конечно. Разговор под записью для публикации. Хорошо. Алло, привет. Алло, привет. Как ваши дела? Нормально, как у тебя? Потихонечку. Короче, моего времени очень вообще мало. Выйди в ВК, найди группу волонтеров, там, где есть Захид 2. Слушай меня, мне нужно узнать, где ты находишься, потому что куда переводить деньги, чтобы тебе передали посылку. Они не знают, и я же не знаю куда. Мне нужно вот это вот. Ну а так что, живой пока. Пока. Почему пока? Ждем обмена. Ёлки-иголки. Тебя же поставили в списке. Ну, я знаю. Но Точно поставили в списке? Точно поставили, говорят. Ты звонила? 150-й? А? Еще раз. 150-й стоишь? Ну. Так подождите, это с украинской стороны, по-моему, он в списке 150-й, нет? Да. Ну, так а при чем здесь наша сторона? Это надо тебе, мам, звонить в часть, короче, к нам. До части мы и звонили, и отправили письмо, уже все там. Ну, и что там? Ну, пока ответа от них нету. Они бывают через месяц отвечают, бывают через 2. Ага. Ну, мы все туда передали, все, что можно было и нужно было, все передали. Хорошо. Звони там, мам, почаще, узнавай, пожалуйста. Нет, так походу мама думает, что если с нашей стороны мы тебя опубликовали в списке, что ты у нас числишься пленным, и мы типа не скрываем тебя, все нормально, готовы отдать, то она, наверное, думает, что это означает, что тебя должны забрать. Нет. Но это как бы заблуждение. Да. Потому что заберут тебя только в том случае, если она что-то сделает, чтобы тебя забрали. Я тебе про что и говорю, мам, это тебе надо будет звонить в часе, я не знаю, съезди в Самару, попробуй. Это же самарская часть у нас, 9600. Съезди, попробуй туда. Как бы выбор только такой, все. И написать заявление, я не знаю, там, съезди в Лиссабон, в военкомат, начни там выносить Нет, мозги. тут, во-первых, вопрос такой. Ты в России числишься как военнопленный? Кстати, да, я хотел у тебя узнать, мам. Да. Числишься, это уже хорошо. Ну все, дальше надо ездить, мозг выносить. Дальше надо будет ездить, мам. Как бы только так.
Ну, в военкомат мы тоже подали вопрос там, ну, это письмо. Запрос, вернее. Ну вот ждем сейчас. Сколько маленько подождем, но там уже опять будем звонить. Ну. Как бабушка? Крепи? Крепимся. Да как? Ну, бабушка плохо. Сейчас я говорю. Бабушка ничего хорошего. Но только бабушке ничего не говори, пожалуйста, хорошо? Бабушке ничего не говорим, дед знает, а бабушка нет. Привет, сестренка. Привет. Как? Ну, живой, здоровый, как бы. Ну, такие пироги. Бабушке ничего не говорим. Она там на аппарате сидит, а ей, если рассказывать, еще хуже будет. Да, не вздумайте ничего говорить. Дайте вопрос один задам. Мам, тебе вопрос хотят задать. Но вы в курсе, да, что мы тут делаем интервью такие, да, разговариваем, общаемся, или вы не смотрели ничего? Нет, вот про это я как бы первый раз с этим сталкиваюсь. Не, ну вот я украинский журналист, например, вот сейчас сидим, общаемся с вашим сыном, зачем он сюда пришел, что увидел. Ну, как бы увидел горы трупов, ну, как бы понимает, что ему повезло, что он выжил. Ну, а у вас я тоже хочу спросить, вот поинтересоваться, что вы об этом думаете вообще, о происходящем? О происходящем? О войне именно или что-то конкретное? Я бы мог вас спросить о мировом заговоре, например, но сейчас у нас вопрос касается войны. И, конечно, о войне. Ну, о войне я не понимаю, для чего она и зачем. Но, тем не менее, ваш сын-то здесь. Ну, он пошел-то за это, за идею. А, за идею даже пошел? Ничего себе. За какую? Ну, за интерес, за свой. Что, как он осужденный же был, Но. что все снимут с него. Угу. Это не идея, это как раз интерес. Ну и как, или интерес, не знаю, ну как правильно называется, не знаю я. Угу. Вы его поддержали в таком решении? Мы не знали. Странно, он говорит, что вы на него ругались. Ну, он собирался, когда я ему говорила, не стоит ходить, ну, не надо тебе этого. Вот, а почему вы его отговаривали? Ну, я не знаю почему. Ну для чего это вообще? Вот за что мы просто воюем? Ну вот, я же вас... Ну, просто ответьте мне на вопрос, из-за чего мы воюем? Если бы это я бы к вам бы пришел, и ваш сын в качестве журналиста бы со мной общался, и вы бы меня спросили, я бы вам бы объяснял. Но так я сижу у себя дома, а ваш сын зачем-то сюда ко мне пришел. И я как бы вас спрашиваю, за что вы воюете. Просто, ну, как-то... Ну, люди воюют, они же должны понимать, за что они воюют. Мы не знаем за что и для чего это все. А вот нет мыслей по этому поводу вообще никаких? Нет никаких. Ну давайте простые какие-то вообще вопросы. Вот одна страна нападает на другую. Давайте без привязки к этой войне. Одна страна нападает на другую. Зачем? Я не знаю. Зачем ведутся войны? Ну за территории же, наверное, правда? Ну я не знаю, это, наверное, государство там какие-то финансовые, может, свои проблемы решает. Да, государство финансовые проблемы решает. Вы если бы посмотрели, сколько ваше государство потратило уже на эту войну, и насколько ваше государство уже попало из-за этой войны, то я думаю, что вы бы так не говорили. Но это же нам никто не рассказывает, мы же не знаем действительно. Да, прекрасно. Забиваете в интернете простой запрос. Сколько Россия потратила на войну, и читаете. Вам там показывают, сколько стоят танки, сколько стоят ракеты, сколько стоят бомбы, которые в нас летят, сколько стоят самолеты, которые сбиваются. Вам все там написано. То есть, ну, только было бы желание. Ну, короче, финансового интереса у вас тут точно нет никакого. Есть интерес территории, захвата территории. Нам и территория не нужна. Зачем нам Вам территория? нет. Вам не нужны территории. А кому она нужна?
Ну, Путину, например. Путин, ну, не знаю. Надо ему Путин. Ну да, ему надо. Но он же так и говорит. Ну, ему задали вопрос, какие результаты того, что вы объявили, вот этого СВО. Он говорит, ну вот у нас появились новые территории, это значимый результат. Это его слова. Потом посмотрите наше интервью, я если не забуду, я включу, покажу. Вот ему нужны территории. Я по поводу этого ничего не могу сказать. Что нужно кому? Да. Да я и не сомневался, что вы ничего не можете сказать. Ладно. Я даже новости не смотрю. И в этом я не сомневался. И в этом я не сомневался. Но ваш сын здесь. А мог бы уже лежать в земле. Мог бы. Но И вы бы все равно бы не задумывались. За что? Про что? Почему? Ну так же. ну, я простой рабочий человек. Простой рабочий. Так и у нас такие же простые рабочие люди. Простые рабочие люди. Только зачем-то ваши ракеты летят в Украину 2 года. И эти ракеты, кстати, стоят денег столько, что вы могли бы, наверное, не работать уже никогда. И не только вы. Ну, мне бы все равно это никак бы на меня бы не отразилось это. Отразилось бы, На отразилось. мою зарплату, на моих детей. Не, ну, Я как была рабочий человек, не, ну конечно, если так бы и пошла бы и делала. да, если считать, что у вас бы эти деньги все равно бы украли, то, конечно, бы не отразилось бы. А так это же ваши деньги. Ну, конечно, наши. А что, мне пойти отобрать их? Не знаю. Было бы неплохо. Было бы неплохо. Но вы же того все равно не сделаете. Есть и выше меня правительство, Да. которое Да. право. Да. Да. Вот они ваши деньги как раз и пилят. И вкладывают в ракеты, которые потом летят в Украину. А потом вы переживаете за свою бабушку, в то время как таких бабушек, знаете, сколько гибнет каждый день? Ну, ладно. Можно еще 2 минутки, пожалуйста? Полминутки. Ну, хотя бы полминутки. Давай. Мам, у меня есть всего лишь полминуты. Пожалуйста, объясни волонтеру, не Ты забудь. лучше бы говорил, как хорошо? тебя с плена забрать, а не это. посылку, как тебе передать. И, пожалуйста, съезди в военкомат еще раз. Прошу тебя, хорошо? Ты письмо получил? Нет, не получил еще. Нет еще. Большое письмо ты имеешь в виду? Ну, 2 письма мы отправляли, ага. Одно маленькое я получил, второе еще не получил. Ну, через Красный Крест. Да, я понял. Ну, все, буду ждать второе письмо, мам. Красный. Там ребятишки писали, и я писала. Ну, все, я понял, мам. Все, времени очень мало. Люблю, целую, обнимаю. Надеюсь, жду и верю. Давай. Скажем так. Мы любим, целуем, обнимаем, Ну, ждем. живой и здоровый. Ну и слава Богу. Благодарю большое, спасибо. Общаться с безразличными людьми, которыми плевать на свою судьбу, на свою страну, вообще на все. Тут тоже надо иметь терпение. У меня оно уже заканчивается. Это В не принципе, безразличный мне человек. Безразличный. Нет, это не тебе безразличный человек. Это вы безразличные к себе. Вы безразличные к себе. Я вам скажу так, я вообще с поселка городского типа. Это там, где даже бывает редко ловит связь. Я верю. Там, где нету интернета даже. Я верю. И что? Я с тех краев. Обычные работяги. Да. Ну, так и что. Большинство таких обычных работяг. Сколько от тебя, от твоего вот этого поселка городского типа до Украины расстояние? О. 1000, наверное, 8. Наверное, 8. Ты себе вообще представляешь, что это такое? Это очень много. Да, это очень вообще много. Очень много. Вот ты оказался здесь, потому что твой... Ну, я, видишь, вспомнил. Я включу тебя, просто послушаешь, за что ты воюешь, чтобы ты хоть знал.
Да, потому что, ну... Вот за что ты В наши говоришь. планы не входит оккупация украинских. Вот он говорит в начале, Мы никому 24 ничего не февраля, собираемся навязывать что никому силой. ничего. Появление российских 16 войск марта под Киевом 22 и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать Нет эту намерения страну. оккупировать, У нас понимаешь? нет такой цели. Нет цели такой. Вот Что его касается, спрашивают, какие длительного результаты? процесса результатов СВО, ну, конечно, это длительный процесс, может Какие быть. результаты? Так, но потом вы, значит, Ну. упомянули о том, что появились новые территории. Ну вот, и такой все-таки значимый результат для России. Ну, сложишь в кучу, Это ужас. что ужас? Что ему нужны только территории. Ну, да, нужны только территории. Причем абсолютно похер в каком состоянии. Это не есть хорошо. Да что ты говоришь, серьезно? Я думал, это хорошо всю жизнь. Блин. Тут, оказывается, это нехорошо. Странно даже как-то, блин. Вот смотри. Видишь этот город? Видишь? 14-й год. До 22-го он был таким. А вот каким он стал. Это Мариуполь. Видишь? Это Северодонецк. Вот город. Видишь, дома стоят, деревья Конечно, растут. вижу. Видишь? Все. А вот теперь. Видишь? Ну, это ж я ж не из фантастического фильма тебе какого-то показываю. Понимаешь? Я вижу, понимаю. Авдеевка была вот такая, стала вот такая. Бахмут был вот такой, видишь, деревья растут, жизнь, люди живут, видишь? Ты за бабушку за свою волнуешься, да? Вот ты как-то переноси. Знаешь, сколько тут бабушек жило в этом городе? Вообще тут не живет ни одной бабушки. И никто уже не будет, наверное, никогда жить. Потому что для него это значимый результат. Вот красота какая, да, блядь? А сколько таких полегло, как ты, в этой всей истории? И зачем? Всегда говорю, там, где правительство, там хаос, разруха. Не всякое правительство. Потому что не всякое правительство объявляет спецоперацию. По денацификации он объявил спецоперацию. Нацистов видел здесь много. Да я даже людей не видел, скажу так. Ну тебя брали в плен кто? Нацисты брали в плен? Такие же люди, как и я. Я нацист, может быть? Тебя здесь Я охраняют вам не нацисты, сказал, может быть? Я вам такого не говорил. Не, ну так он говорил, что тут надо нацистов каких-то искать. А у себя ищи нацистов, ёпта. В зеркало глянь, увидишь нацистов. Нацисты, когда вторгались во Вторую мировую войну в Советский Союз, нападали, они кто были? Они были оккупанты? Да, скорее всего. Ну, скорее всего, они были оккупанты. А ты оккупант? Получается так, да. Прикинь, как все вообще просто на самом деле. А вот перед тобой был шахтер. До 2014 года спокойно в Луганске работал на шахте. Потом тоже работал на шахте. Стало хуже, но работал на шахте. А в 22-м его сорвали с шахты и отправили воевать. И таких, как он, отправили воевать. И он тоже один выжил из всех. Один. Я его спрашиваю, вам же говорят, что вас освободили. От чего вас освободили? От чего освободили вот этих, которые были с тобой? От жизни их освободили, понимаешь, от чего их освободили? Сначала от просто нормальной жизни, а потом вообще от жизни. Ну, да, да. Фух. Там, где происходят войны, очень много гибели. И честных, и нечестных, скажем так. И здравомыслящих, и нездравомыслящих. По мне бы хотел вообще вернуть все обратно. Вообще Да ладно. все. Что? Все.
Ну, скажем, с теми людьми, которыми я сюда приехал, я бы лучше, наверное, дальше бы сидел. А, так ты и вместе приехал с теми, с которыми сидел, и они погибли? Да. А как их звать? Это не мне надо, чтобы ты понимал. Я понял. Просто их родственники их 100% до сих пор ищут. Там же никто им не сказал, что они погибли. Никто не забрал их тела, скорее всего. Никто их не отправил. Рассказов Олег был, на минах подорвался. Много там народу было. Очень много. Нас уезжало 29 человек. Из них раз, два, 3 инвалида. Я 4-й, целый. Все, больше нету никого. А ты контракт подписал на сколько? На полгода. А вот скажи мне, пожалуйста, много шансов отвоевать полгода и вернуться домой живым и целым? Практически их нет. А ты знаешь, что ты сейчас поедешь туда-обратно и тебя снова завернут Надеюсь, воевать? меня не отправят. Ага, а что так? Ты сколько отвоевал? Месяц? Нет. Сколько? 25 декабря меня взяли в плен. Ну, сколько ты в общей сложности пробыл в боевых действиях? 2 раза. Нет, по месяцу. По длительности. Да Период. очень мало, я говорю, я же 10 октября, когда был первый контрнаступ, меня ранило, и я до 22 ноября только пролежал в госпитале. А где лежал в госпитале? В Новоскове был, в Беловодске был, в Белгороде был. А при первом контрнаступе, это где вы находились? Ой, я не помню деревню. Ну, там железная дорога была. Ну, это направление какое? Луганское? Авдеевское. Авдеевское все тоже, да. И там что-то прилетело? И да, прилетел снаряд в БРДМ и все. И я потерял сознание. Так а как ты целый остался? Тебя посекло просто? Меня выкапывали из-под дерева, меня деревом накрыло. Ты, я тебе скажу, 3 закрытых перелома крестовых отростков позвоночника. Вот так вот. что ты хочешь сказать, что ты не фартовый? Наоборот, хочу сказать, что я капец как фартовый. Даже врачи удивились. И потом тебя отправили, ты... И потом 22 ноября я приехал в часть, ну, в расположение. И 25 декабря меня опять на передок отправили. Ну вот видишь, тогда отправили. А где у тебя, ну, какая-то уверенность в том, что тебя сейчас с плена вернут и снова Ну, не надеюсь, отправят? сейчас родители разорвут. А что твои родители сделают? Простые работяги, как они сами говорят. Ну, может, что-нибудь придумаем. Надеюсь на это. Тебя, если в следующий раз отправят, И я не пойду. так вас тебя ж в яму кинут, блядь. Да лучше отсидеть. Видел, как кидают в яму ваших? Нет. Ну, которые отказываются. Не видел? Я видел один случай, только когда начали стрелять по нашим. Что это за случай? Это когда человек уходил с позиции, его просто свои же пристрелили. О, красота, да? Нет, это не есть хорошо. А, он развернулся, сказал, я пойду. Они его взяли, сами свои и завалили. Ты это видел? Да, видел. Своими глазами. Видел. но А не ты в сколько глаза. человек убил? Я ни одного не убил. Вообще ни одного. Не успел. Потому что работала артиллерия. А сколько было на позиции людей, там, где своего застрелили? 9 человек. 9 человек? Он был 9-м? Да. И что он сказал? Он просто бросил автомат и начал уходить. Они его в Его спину просто расстреляли? В спину расстреляли. Просто очередью дали. Русские своих не бросают, блядь. Да? Ну да. Один вообще перешел на вашу сторону. Ну, ты вообще красавчик.
следующий раз, если отправят, тоже можешь так сделать. То есть как перешел? Просто пойди сдайся и все. Снова приедешь на лагерь, блядь, и будешь тут сидеть в безопасности. Нет, просто перешел, я имею в виду, как перешел. Нас посадили в яму, в бетонную яму. Вот мы сидели там, он договорился и перешел на вашу сторону. А, это когда уже в плен вас взяли? Да. Ну, молодец. Он теперь знает, за что он воюет. Перешел на вашу сторону. Ну, он теперь знает, за что он воюет. Он людей защищает, на которых напали. А еще он воюет за освобождение и вашей страны в том числе. У нас есть Русский добровольческий корпус, Легион Свободы России, батальон Сибирь. Там воюют россияне. Россияне воюют. Которые специально пришли сюда, чтобы воевать против вот этого дебильного путинского режима, который вас отправляет на мясо. Они знают, за что они воюют. И это действительно идея. Каждому свое, скажем так. Каждому свое. Я просто говорю, что на следующий раз, если тебя отправят сюда, и ты Да, я надеюсь. не предпримешь никаких действий для того, чтобы либо спокойно сдаться, либо спокойно уйти куда-то или спрятаться, да, то твое тебе на этот раз уже может не фартануть так, как прошлые два. Да, дай Бог. Большое спасибо вам. Ладно, в конце всегда спрашиваю, у тебя есть там какие-то люди, которые тебя знают на родине у тебя? Ну, да, конечно, есть. Ну, визуально знают или так, друзья, товарищи. Друзья, товарищи. Обратись к ним и на основании своего опыта, на основании того, что ты прошел, просто типа посоветуй, стоит сюда ходить или не стоит. Как ты считаешь? Да. Каждый принимает, скажу вам так, решение сам. Я понял, я же не прошу принять за них решение или натолкнуть их на какое-то решение. Как бы, ну, Я прошу на основании своего дали бы опыта. мне Как еще ты один думаешь? раз, ну, еще бы один шанс, я бы, наверное, я бы лучше отсидел. Ну, скажем так. То, что я увидел, ну, это не есть хорошо. Были ситуации, когда ты смотришь вокруг тебя на поле трупы лежат? Были такие ситуации. И ты ничего не можешь с этим сделать. Ну, пусть себе представят эту ситуацию. Может быть, это им как-то намекнет. Я видел такие ситуации, когда человека просто разрывает, он кричит, плачет, а ты не можешь ему помочь. Просто не можешь, физически. Вот это и есть те ситуации, в которые попадут ваши друзья, если решат сюда идти. Ты как бы и рад помочь, а ты не можешь. Вот такие ситуации я попал. Двоих командиров я успел вытащить, а двоих нет. С теми двумя, что не успел, что случилось? Вытекли. Вытекли. Что это означает для обычного гражданского человека? Как это понять? Вытекли. Истек кровью. Потому что невозможно было подойти. Везде бомбы взрываются, мины взрываются, Ну, артиллерия работает. ну, И ты не можешь подойти. ну. Не так ты себе представлял это все, да? Конечно, нет. Я просто действительно думаю, что если ты, ну вот, понимаешь те ситуации, которые ты сейчас описал, Конечно, то понятно. это надо быть каким-то конченным суицидником просто, чтобы понимать, что это будет, и пойти. Это ужас. Но это не так. Но это так на самом деле. Иди печатай деньги. Ну да. Поаккуратнее в этот раз. В этот раз стараться. Больше не печатать, не пилить свой нос куда попало. А, так ты не будешь больше печатать деньги? Я вообще постараюсь завязать совсем. Да? Начинаешь новую жизнь? Да. Понял. Сигарету что не просишь? А вы курите? Я просто смотрю, вы... У меня все просят сигарету, ты что не просишь? Или тебе не хочется? Да, я покурю там. Спрошу кого-нибудь. Вон, возьми в пачке 2 штуки себе. Покуришь.
Я решил, не говори, не. Что? Вы говорите, что беседовали со мной. Нет. Я записывался, а вы тогда уехали. А что записывался? Что ты хочешь рассказать мне? Ну, вы же задаете вопросы, как попало, что... Ну да. Ты хочешь рассказать? Расстегни верхнюю пуговицу. Все, хорошо. Угу. Даешь добровольное согласие на запись и публикацию нашего видео? Да. Ну, говори только, пожалуйста, чуть-чуть, погромче. Ага. Фамилия, имя, отчество, дата рождения откуда? Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Неважно. Откуда? Донецкая область, город Горловка. Горловка. Да. Когда начал воевать? С самого начала. С 24 февраля? Да. Или 23-го? 24-е, там на как раз день рождения, что у меня на день рождения подарок такой. Да. Поднесли мне такой подарок. Чем занимался до войны? Работал сначала на шахте, пока шахты не позакрывали, а потом есть у нас в Горловке такая фирма «Простор», ну, чистый город. Ага. Ну, типа дворника. Ага. Шахты когда позакрывали? Перед войной. Перед 14-м, начиная с 14-го. В Горловке. А в Донецке еще 2 шахты работает. Я просто не пойму. Пока вы не были под оккупацией, да, пока там не было России, да, пока это была полноценная Украина, де-факто и де-юре, шахты работали? Да. Работало все предприятия, все шахты, работы хватало на все. А потом вас освободили. Ну да. От чего? От шахт? От работы? Получается так, да. Лайк. Да. Потом на твое день рождения тебя отправили воевать. Я пришел с работы, вот что я говорил, фирма, это Ну, чистый. дворником был, да? Ну да, чистый Понял, город. да. Пришел с работы, как раз день рождения. Ну, естественно, умазал. Ну как, на день рождения грех. Ну, святое дело, что называется. Да. Ну, Зашел, у меня 9-й этаж на Комсомольце. Жена говорит, свободен, езжай к себе. чего? Ну, не любит она пьяных. Я вот А вы типа отдельно жили, да, с женой? Ты к ней, ты вмазал и к ней пришел? Нет, я в нее жил. А, Да. Ну, отъезжай к себе. Я выхожу с подъезда, вот, с военкомата какой-то мужчина, на повестку. Все. На следующий день, 25-го, у нас есть такой в Горловке ДПИ. Вот там вот были сборы. Ну, там 1000, это может больше, блядь, собирали, всех собрали. Отвезли на ЖД, на Горловское. Погрузили там 3 или 4 электрички битком. И повезли. Там выгрузили и распределили кого куда. Я попал под Херсон. Это поселок Калининское. И там, сколько мы, 8 месяцев пробыли. Просто охрана порядка, досмотр документов. у кого и зачем? У местных. Зачем? Ну, Они же такой- мешали кому-то? Нет, такой приказ был. А их тоже освободили? Нет, просто они были там за бугром была украинская армия. Так. Ну, это мы там знали, чтобы как охрана порядка и смотреть, чтобы не зашли Я понял, по постам. Понял, ну, вы понял. поняли. Просто ваша охрана порядка, она, короче, там, где вас не было, там был порядок. Куда вы пришли охранять порядок, там перестает быть порядок. Там. Как-то так. Типа того, да. Что вы ели, пили? А нам привозили. Привозили? Да. Угу. Дальше. Ну, 8 месяцев простояли.
Ну, началось Как село называлось еще раз? Херсонская область, Калининская. Вот, Ты там- не задавал себе вопросов, что вы вообще забыли в Херсонской области? Нет. Не, ну подожди, ну серьезно, ты же взрослый мужик. Ну говорили о том, что типа там освобождать, защищать Донбасс, да? Да. Типа, а Херсонская область здесь при чем? Вот это я себе такой вопрос не задал. Почему за 3-9 земель под Херсон? Да. Почему там? Ну, как говорится, А местные жители под Херсоном, они вас что, звали туда? Они ждали вас там? Вот именно что нет. Ты с ними общался? Да. Ну что, они тебе цветы дарили? Говорили спасибо, что ты нас освободил? Такого не говорили, цветы не дарили, но не ругали. И попробуй поругай. Да. Ну, вы ж с оружием как-никак, да? Да. Как думаешь, они, ну, им до вас нормально там жилось? Говорили, что нормально, да. Что нормально. Я с ними общался, с местными, да. Смотри, живет местный человек, ему живется нормально. Он куда хочет ездит, куда хочет выезжает, куда хочет заезжает. У него есть дом, работа, магазины, в общем, все как у всех. И тут приходите вы, досматриваете документы, какие-то блокпосты понаставляли, возможности передвижения у человека нет, банки нормально не работают, магазины нормально не работают, товаров нет. Зачем это? В чем смысл? Вот этот вопрос тоже кому задать неизвестно. Почему нас за 3-9 земель послали туда? Показать тебе, кому это нужно и зачем? Но только если ты вот внимательно послушаешь. Это 40 секунд видео, ну, спрашивают, почему я именно вот такое вот ставлю видео, да? Не всю там ложь, да, а именно это. Потому что это конкретно касается целей. Зачем это нужно? Вот все это, да? Очень просто. В нашей планете не Смотри, входит. 24 февраля. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Нет планов оккупации. Появление российских 16 войск марта. под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. Нет намерения У нас оккупировать. нет такой Нет, цели. нет такой цели. Что касается Спрашивают, длительного какие же процесса результаты? ФСО, ну, конечно, это длительный процесс, может быть. Так, ну, потом вы значит, внимательно. упомянули о том, что появились новые территории. Ну, вот и такой все-таки значимый результат для России. Ну. Да. Ну, мы с тобой остановились на вопросе, зачем? Вот я тебе включил. Не нашел ответа? Пока нет. Еще раз. Этому существу задают вопрос. Какие результаты СВО? Вот он объявил СВО. Его спрашивают, какие результаты? И он говорит, у России появились новые территории. Это значимый результат. Значит, за что вы воюете и почему вы там находились? За новые территории. Ну, я не политик. Это сложно так? Ну, серьезно. Да нет. Ну, вот тебе ответ, что вы делали за 3-9 земель. Да. Теперь уехал. Въехал? Теперь да. Для закрепления. Так что вы делали в Херсонской области? Получается, закрепляли территорию. Давай так, такой вопрос. Если бы вот все, как было в 2013 году, да, вот было в 2013 году, там, так бы и осталось. Вот работали ваши шахты, все бы работало, ты работал бы на шахте. Было бы лучше? Конечно. Поэтому этот вопрос не к тебе. Ты даже не представляешь, ты вообще понимаешь, что ты, ну, ты вообще кто? Ты украинец, россиянин, ты там, не знаю, белорус, таджик, ты кто? Украинец. А паспорт получил? Не украинский. Был сначала украинский, Так, потом поменяли на денерский. так.
И все. А ты украинский паспорт сдал? Да. Зачем? Ну, как у нас сказали, сдавайте. и А, всё. сказали сдавать. Да. И Деновский вот 45 отжали, ну как отжали, а надо было 45 менять. Я сдал, а подавай, говорит, на российский. А когда подавать, если все, меня забрали? Тебе надо было звонить куда-то? Так точно, да. И вот они же говорят, вот, ты говорит, как вот нас несколько человек, что мы, ну, Донбасс, нам звонить балалайку не положено. И вот, ну, отрядник говорит, когда все перезвонят, Подожди. Так, это мы кому это написали? жене, Жене. Значит, будем звонить вам минут через 5-10. Возьмите трубку, только если не возьмете там, ну, не перезванивайте мне, пожалуйста, потому что я уже уйду. так Но я ей отправил, понимаешь? Фотку твою отправил и написал сообщение, что возьми трубку. ага. Все. Она не дурная. Не, я имею в виду, что перезванивать Никто не не будет. говорит, что она дурная. Не, Я просто отправил, чтобы предупредить, чтобы человек был на связи, в спокойной обстановке, чтобы мог поговорить. И вот они вот считают, что мы как враги народа, ну, что нам не позвонить. Я вот письмо звонить нельзя, а отрядник говорит, вам можно только письмо. Вот, А вы что, не враги народа? ну, получается, враги народа, да. Ну, это при Советском Союзе были враги народа. А так вы На данный момент. на данный момент коллаборанты, сепаратисты, предатели. Ну, сколько вариантов. Ну, ты под украинским флагом рос, правда? Ну, учился там. Какого ты года рождения? 76-го. 76-го. Родился ты при Совке, 14 лет ты прожил при Совке, потом у тебя была Украина. В армии служил? Нет. Не служил. Ну, ты сознательную жизнь прожил при Украине. Правильно? Потом ты взял оружие и пошел воевать против кого? Против Украины. Да. Ты предатель. Ты предатель. Так точно, да. Что ж ты? Какие вопросы? Ну, Ты, конечно, может быть, и не хотел этого. вот, не хотел, никто не хотел. Работал себе, мать его за ногу, за те же немного денег. Но когда в 2014 году к вам заходила эта мразь с российскими флагами, ни один из вас не встал и не сказал, не надо. Мы хотим жить, как мы жили. Ни один не сказал. Еще и на референдум, наверное, ходил. Вообще ни на выборы, ни на референдум не хожу. На лагере и то не голосовал. На лагере. А ты сидел там. Да. За что? Металл. Что металл? Крал металл? Да. Ну это что, посадили в 98-м. А, ну это еще ты при хорошем режиме сидел. Да, я хочу. Ты несу. Да вот это тоже. Работал себе спокойно. Нет, надо было. Собирали у нас. Дедушку со мной был на позиции. 62 года. Зачем его забрали, спрашивается. Я до сих пор понять не могу. А как думаешь? Что? Может, на работе? Может. Ну, набрали, вон, вызов дали, должна увидеть уже. Ну, давай пока рассказывай что-то Да. интересное. Про дедушку, например, не И знаю. вот он, его потом, вот был по ранению дома, я его видел. Вот когда начинают с их стороны накидывать, его трусит, как вот эпилепсика. Вот зачем такие вот, для чего вот его забирали? На мясо. Но он же мясо. Ну, Но он ходит на ногах, правильно? да, ходи. На него надо потратить снаряд, чтобы его убить? Да. Ну, пожалуйста.
Очень важная единица для российской армии, боевая. Чем больше таких единиц, тем больше мы потратим снарядов. Чем больше мы потратим снарядов, тем больше шансов, что ваше мясо куда-то там продвинется на пару метров вперед. Вы так воюете. Так и во Вторую мировую воевали Советы. Утопили просто немцев в крови советских солдат. Тоже, да, тоже. Вот это вот. Десятками тысяч гнали, блядь, сотнями тысяч. Так и типа победили. Блядь. А еще если бы ленд-лиз не дали, я посмотрел бы, как бы победили. Ну нахер. Так и вы сейчас воюете. Кого не дали? Ленд-лиз. А, Ну это... я в этом, да, далекий, что-то. Ну, так можно сказать, считай, все войны так. Куда бы наши не сунулись, везде вот это вот мясо, кровь. Вот видишь, это для тебя ваши, а для меня это не ваши, блядь. Для меня это враги, блядь, которые пришли на нашу землю. А для тебя это ваши. А никакие они тебе не ваши. Согласен, не, я имею в виду вот, войны. Эти ваши, таких как ты и таких как тут дедушка, посрывали со своих мест, дали им автоматы и отправили. Да. Ну, а ты что-то не похож на спецпризначенца. Какой там с меня вояка? Ну вот и я же говорю, ваш. Так что такие себе они ваши. Да, согласен. Из-за этих ваших уже погибло порядочно. Ну, я не знаю, я за тебя, конечно, говорить не буду. Много с твоего города? Ну, с твоего города много пошло воевать, много погибло? Нет? Да, нет. Да. Как много? Ну, сколько нас собрали в первый день на ДПИ было там. Ну, загрузили нас на ЖД Горловском 4 электрички, битком. По сколько вагонов? Ну, вагоны, по-моему, были по 8. По 8 вагонов, 4 электрички, битком. Да. Мясо. Ну что? Многие выжили из этих 8 вагонов. И 4 электричек по 8 вагонов. Ну, я не знаю, но вот как меня приняли. 109-й у меня был начало. 109-й полк, взвод обеспечения. Нас потом раскидали, ладно. Потом шторм. Нас немного списали со шторма 5, а пошли штормовать. Все, никто не вернулся, я больше никого не видел. Ты как в плен попал? Пришли на позицию И что? и забрали. Как забрали? Ну вот так. У меня было на позиции 6. Вот. Один я остался. На наступление было. А остальные куда делись? Ну, я видел, что лежали. А ты как выжил? А меня в плен взяли. А почему они лежали, а тебя в плен взяли? Как так получилось? Но мы отстреливались. Сколько ты человек убил? А я не стрелял. Мы никак не... Вы же отстреливались. Ну, отстреливались, но, блядь, я не видел, убил, не убил. А, ты не видел? Вот с этого, да. Стреляли так. Типа, что стреляли, отстреливались. А именно цель... Нам по рации еще сказали, командование, ждите гостей, наступления. Только сказали, мы... Гости пришли. Да, мы, наверное, слушали, только успели чаю попить, покурить, вот, со всех сторон наступление.
А как именно произошел эпизод, что ты попал в плен? Как вот именно это произошло? Где ты находился? В окопе ты был? Ты? На А у поле? нас окопов не было, у нас блиндажи. В блиндаже ты был? Да. Один был? Один, а остальные в том блиндаже, за блиндажами. Ну, у нас Ну и шесть- как? Подходят наши, что говорят? Сдавайся. А ты о очередь в ответ? А у меня уже все. Не было чем? Уже, да, отстрелялся. А, понятно. Вот поэтому. Да я отстреливаться даже, если бы он бы стоял рядом, толку отстреливаться. Ну, с него стрелять. Это... Ну, тогда то же самое и мне. Деревянный макинтош. А так вообще хочется пожить чуть-чуть, да? Ну, тут еще чуть-чуть бы не мешало. Я тоже думаю. Дети есть? Да. Сколько лет? 21. Мальчик? Да, и 10. Мальчик воюет уже 21 год? Нет. Не забрали? Нет. Как это так? Ну, так. А где он? Ах, где-то в России. А, в Рашке. Понятно. А ну ничего, оттуда заберут. А второму 10 в школу ходит. Ничего, еще лет 8 дорастет, и тогда заберут. Война же не думает прекращаться, в принципе. Ну, с Путиным вот это же интервью. И вчера, ну, каждый день новости смотрим. Тоже я так понимаю немного политики, что война не скоро закончится, если еще закончится. Ну да. Поехали, говори. Таня, привет, со мной все нормально. Жив-здоров пока. У меня мало времени. Че пока? Ну, Помирать не собираешься? Нет. Суицидных наклонностей нет? Нет. Все нормально? Все нормально. Ну, значит, будешь жить что-то. Если получила мое письмо, я почему-то отправлял письмо, найди волонтеров и отошли мне посылку срочно. Все, мне пора было. Сигарет тебе надо, да? Да, сигарет, чаю и... Еще вопрос такой. Может быть, ты скажешь что-нибудь по поводу того, чтобы тебя с плена как-то забирали, не? Она не сможет. Почему? Ну, пусть идет, там к кому-то обращается. Тань, сходи в военкомат, пусть что-то решают, как меня забрать. Ну да. Все, отправляю. Кто у вас там главный? Ну, в вашем там, террористическом формировании, кто там самый главный? Ну, был этот, как его... Чепушили. Да. А был сначала этот Захар, Ну, это, Царство Небесное. видно, не кому-то там не понравился. Ну, Царство Небесное это еще ни о чем не говорит. Да, не сильно понятно оно какое. Да. Да, ну, точнее, понятно, но мы не будем об этом. Да. Сейчас Чепушилин. Да. Чепушилин воюет. Если бы он еще как-то имел это представление. Чепушилин, он вообще, как ты думаешь, он нормально себя чувствует? Упитанный парень, кушает хорошо, да? Конечно, по Всё телевизору его показывают. Да. Недавно показывали, что виллу себе там прикупил где-то на загнивающем Западе. Вот Ну, это... это я сейчас искать не буду. Это Да, ну, Короче, нормально все у него, да? конечно. Нормально. А Мудак. ты не думал, что ты воюешь за жопу Чепушилина? блядь? Помимо территории Путина, да, которые он пытается захватить, которые тебе нахер не нужны, как мы понимаем, ты еще воюешь за жопу Чепушилина. Знаешь почему? Я даже не могу Да. догадываться. Потому что если мы туда придем, то таких, как ты, никто не тронет. Никому не нужны. Ни шахтеры, ни какие-то простые работяги, никому не нужны. Блядь. А вот Чепушилину мы действительно насыпем. Давно пора. Понимаешь? Да. И никому из вас ни один украинец не угрожает ничем.
Если ты без оружия, если ты дома, если ты не воюешь, если ты не кричишь, Путин, приди, введи и засади, ты просто обычный человек. Тебе ничего не угрожает. А Чепушилину угрожает. И ты, и такие, как ты. Идете воевать для того, чтобы жопа Чепушилина оставалась в тепле. Не больше и не меньше. Да. Да. Потому что вам при Украине жилось не хуже, это я точно знаю. Как минимум не хуже. Это все говорят, почему вам, вот мне все задают вопрос, что тебе плохо по Украине жилось? Я говорю, лучше, чем даже по ДНР. А Чепушилину лучше. При ДНР. Да. И будет, При наверное, Украине он билетики АО продавал, если ты не в курсе. Нет. Ну вот. Красиво. Ну и там что-то мутил в этом смысле, я не знаю. Какой он мошенник. Мелкий. Мелкий жулик. Барыга. Вот. Так что да. Как тебе воевать за жопу Чепушилина? Нормально? Да, вообще. Кайфово? Весело вообще. Воевать-то еще ладно. А погибнуть где-то вот это вот в блиндаже за жопу Чепушилина. Вот так? Всю жизнь мечтал, да? Да. Сплю и снится. Я тоже так думаю. Обычно я спрашиваю у российских военных, пошли бы ли они сюда бы еще раз, если бы знали бы все наперед. Но тебя я не вижу смысла опять-таки спрашивать этот вопрос, потому что тебя никто не спрашивал, тебя взяли и отправили. Да. А если бы ты, как-то вот это все в мозгу знал, прокручивал, что вот это вот происходит то, что происходит, что бы ты делал тогда, 24 февраля? Когда тебе повестку дали, что бы ты делал? Ну, об этом я не задумывался, но, наверное, где-то зашкерился. И загасился где-то нормально. Да. Это все так думали, когда уже попали. Уже гаситься было бесполезно. Найдут и опять же отправят. Так что это... Вас освободили, понимаешь? Тут такое. Освобожденные, свободные люди, они так и живут. Либо гасятся, либо их найдут и на мясо. Да. Таких я встречал, что вот дернул, нашли, отловили и на мясо, на передок. Самый-самый перец. Чтобы больше не становился на лыжи. Вот так вот. Завернут обратно. Что дальше? Не. Что не? Снова пойдешь? Снова дадут автомат, снова пойдешь. Вот эти, которые были в плену, все, там, как мне говорили, по желанию. Хочешь иди назад, хочешь... Но желание есть? Да, ну, Зачем? и за копейки те же, что я работал дворником, но дома. С женой, с детьми, сыто пьяно, но дома. А что ты говоришь за копейки? Там же нахера платили 200 тысяч. Не, я имею в виду дома, когда типа дворником работал. А здесь, да, 200, 205, 200, да. Так ты разбогател, походу. Я их глаза не вижу. Но жене-то отправляли. Ну, а на карточку идут. Жене. На мою карточку, Ну, карта у жены? Карточка уже. Ну, все. А жена теперь трубку не берет. Ну, может, то, что номер незнакомый. Вот, много. Ну, я ж твою фотку отправил. Голосовой отправил. Все отправил. Вот смотри. Да, я видел, почему, я не знаю. Вот это отправил. Все она приняла, все вот эти вот. И видео твое все приняла. Все она приняла. Только она бабки, за тебя получала. Она думала, может тебя еще хлопнут, еще бонус какой-то за тебя прилетит. А они не расписаны, так что я нихуя не пролетит. Ага, да? Да. Так что балалайку ей. Такой номер не прокатит. Так что я ей нужен живот. Давай.